Everycam HQ10W. Очень крутой проектор, на самом деле, сказал бы я, но не лишен недостатков. Хотя у него яркость настолько прикольная, честно говоря, знаете сколько, 19 тысяч люмен, и у него еще и Bluetooth пультик. Знаешь, такой берешь его, ставишь, берешь вот так вот, нажимаешь, такой, шух, у тебя такое свечение, такие, знаете, ангелы, такие, вот это вот прикольно. Если Леха захочет, он, конечно, заморочится и добавит этот эффект. Но сам факт того, что действительно неплох проектор. И неплох он тем, что в нем, во-первых, есть Dolby Digital Recorder, декодер, вернее, который позволяет на внутреннем плеере смотреть фильмы именно с Dolby Digital декодированием. Потому что раньше вам для этого нужно было использовать какие-то плееры по типу MX Player, по типу VLC и тому подобное. Сейчас все работает. Но есть один момент. Все-таки влепили китайцы дешевый процессор на нормальную формулу памяти. 2 на 64, и так как здесь нет Google сервисов, то 2 гигабайта это вполне приемлемая память, а вот процессор 4 ядра по 1 ГГц. Ну мало. Мало для проигрывания YouTube 1080p 60 Гц, максимально, что он проигрывает 1080p 30 Гц. А вот с внешнего источника по типу ТВ-бокса либо компьютера все проигрывает просто отлично. И что самое интересное, у него заводская калибровка абсолютно правильная. То есть правильный контраст, правильная яркость и цвета передают просто отлично. И по секрету скажу, что с внешнего устройства даже лучше показывает. Конечно же, у него есть автофокус, у него есть автоматическая коррекция вот этого 4D Keystone'а и обход препятствий. Что, в принципе, знаете, сейчас уже практически у всех проекторов есть, и этот трапециоид автоматически я не люблю, потому что иногда искажает, а в целом работает все отлично. А еще, кстати, нужно подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео, потому что у нас в описании под видео есть еще условия для жителей Украины, вернее, акция с условиями для жителей Украины. Короче, ребят, данный проектор заслуживает нашего внимания, за свои деньги очень неплох. Мы сейчас идем его распаковываем, тестируем, ну и, конечно же, сделаем выводы. Так что переходим. Опа, проектор. Далеко. Другой стороной веселее. Вот то. Давай посмотрим, что здесь пишут у нас. TFT LCD, Full HD, LED Light, автофокус. Хорошо. Слушай, 7-ваттные колонки. Здесь звук должен быть хорошим. Так, у нас проекционное расстояние от 1,3 до 5,3 метров, от 45 до 200 дюймов. Уже хорошо, ладно. Давай открывать. Аж сразу говорят, что есть Dolby Audio. Это имеется в виду, что он может его декодировать, скорее всего. А ну-ка. Ой, нормальная упаковка, а? Когда открывается сверху Everycam HQ10W. Сразу хочу пульт глянуть. Пульт самый обыкновенный. У проекторов это, наверное, будет Pitch с фокусом. Видите, с автофокусом и мануальным фокусом. Громкость и, в принципе, стандартные функции настройки. Также у нас в комплекте HDMI кабель для внешнего устройства и разъем, вернее, кабель питания. Сам проектор, слушай, он нелегкий. И такой нелегкий. Это, кстати, может быть хорошим сигналом. Она что, нормальное охлаждение. О, они прям пишут Dolby Audio сверху. Смотри, неужели не получили сертификат Dolby Audio? Либо просто лупили с Dolby Audio. Но для Dolby Audio должно быть хотя бы выход какой-то. Слушай, есть LAN RJ45. Вот это плюс. Стабильный интернет. Две USB-шки, HDMI 1, HDMI 2. Есть у нас выход на 3.5 акустику, инфракрасный порт. Смотри, как у нас охлаждение сделано. Радиатор, сетка, радиатор. Много его. Да, охлаждения очень много. И здесь диффузор. При этом со съемным фильтром. Смотри. Фильтр прямо съемный. Хорошо. Есть у нас регулировочный винт наклона. То есть его можно делать под разным наклоном. Это удобно. И из навигации только одна кнопка. Все. Сама по себе линза смотрим. Ой, слушай, ну линза прикольная, она короткофокусная, 1,3 метра. В принципе, слушай, мало искажения должно быть. Смотри, у нее практически нет выпуклости. Да. И вот это есть. Ну, это камера автофокуса, да. Это камера автофокуса. Это ткань? Нет, это сетка металлическая. Красиво. Все, короче, пошли подключаем и делаем тесты. Ну и цена $303.
я вам скажу, немало. Это HQ10V, именно та версия, которую мы рассматриваем. Можно добавить еще 100-дюймовый экран, будет $327, либо там $333. Что они заявляют именно как производители, потому что это фирменный магазин продавца, ссылку на который разместил в описании под видео. И, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. Они рассказывают нам следующее. Реальное собственное разрешение Full HD, максимальное разрешение, видите, как они пишут, 4К HDMI. С HDMI мы не подтверждаем. С HDMI он у нас Xiaomi Mi Box. Он дал выбрать только лишь 1080p 60 Гц. Яркость 19 тысяч люмен со съемным пылевым фильтром. Это мы тоже уже на распаковочке увидели. Коэффициент контрастности 20 тысяч к 1. Очень неплохо. Функция 3D это обыкновенная наглив синий с красным. И светодиодная подсветка с длительностью службы до 50 тысяч часов. Встроенный двойной твиттер мощностью 7 по 2 ватта, 7 ватт на 2 динамика, ну, грубо говоря, 7 ватт. Он звучит громко, но, честно вам скажу, не сильно он выделяется в плане басистости. Поэтому с басистостью тут есть вообще некоторые вопросы. Насчет яркости вообще вопросов нет. И цветопередачи вы дальше увидите уже в тестах. Очень тихий, подтверждаю. Теперь Wireless Mirroring, да, он поддерживает Miracast, он поддерживает iOS Cast, но 4К, ну это обыкновенное декодирование, это он не выводит в 4К, чтобы многие там не начали ломать себе голову. По поводу трапециоида, по поводу коррекции кейстоуна 4-точечного. У него есть автоматическая коррекция, которая не всегда корректно срабатывает. Если, допустим, гуляет освещение в комнате, он может там некоторые заваривать, но это можете спокойно поправить. Также у него есть автоматический автофокус, который работает абсолютно идеально. Есть ухождение от препятствий. Он от 45 дюймов до 200 дюймов, от 1,3 метра до 5,3 метра фокусного расстояния. Dolby Audio имеется в виду, что здесь есть декодер. То есть на внутреннем плеере будут работать фильмы с Dolby Audio дорожками. Много режимов звука, они, конечно, рассказывают, все очень красиво, какие-то настройки показывают, все хорошо. Формула памяти 2/64. Нафига такая, непонятно, честно говоря, в проекторе. Но имеется в виду 64. 2 гигабайта хорошо, учитывая то, что здесь нет фирменных Google сервисов, именно Google, а есть Google Play Market обыкновенный, куда просто заходятся, они так это сделали, интересно. Но Google Play сервисов нет. И получается, 2 гигов хватает с головой. Работает быстро, шустро, хотя есть некоторый момент, что на внутреннем плеере это вот проектор для внешки. Внутренний плеер больше 1080p 30 Гц не воспроизводит. Имеется в виду в YouTube, а вот именно 24-кадровые видео 4К он щелкает очень даже запросто. Есть режим колонки, короче, все это мы сейчас переходим, тестируем. Они, конечно, тут рассказали прям мега-супер проектор, а уже на выводах вы послушаете то, что я вам скажу, со всеми его недостатками. Что, поверьте, недостатки тоже будут. Переходим на тест. Ой, ну слушайте, что я вам могу сказать? Смотрите, интерфейс в принципе стандартный для проекторов такого уровня. Обыкновенный китайский проектор с этими цветными интерфейсами, но то, что он быстро работает, это вообще факт. То есть я могу сразу пойти с вами в настройки, показать вам вот такие вот штуки, как типа настройка Wi-Fi, у нас тут есть 5 ГГц Wi-Fi, проводная настройка, еще и точка доступа есть. То есть вы можете, допустим, если у вас TV-бокс далеко и кабель протянут, то можете через точку доступа раздать для вашего TV-бокса там интернет. Но это как вариант, я, конечно, не говорю, что это нужно делать. Из языков у нас доступны, допустим, там немецкий, английский, русский, украинского нет, к сожалению, но это уже такое дело. Турецкий зато есть. У нас такое. Пульт у нас Bluetooth подключен изначально. Вот вы сейчас видите вставочку, как он появляется, как подключение пульта, сопряжение пульта при включении проектора. Также у нас здесь есть настройка проекции. Что у нас есть? Есть варианты вот такой смены режима проецирования в зависимости от того, как он подвешен. Есть автоматическая коррекция трапеции, есть ручная коррекция трапеции по 4 углам, автоматический фокус и есть еще ручной фокус. То есть вы можете регулировать
регулировать фокус, то есть мы можем, видите, вот таким вот образом менять фокус. А можем нажать на кнопку автофокуса, и он сделает фокус у нас, видите, проведет коррекцию автофокуса. Отлично работает. Есть цифровое увеличение, то есть можно зумировать, есть настройки коррекции, где мы можем сбросить текущую трапецию, автоматическая коррекция при запуске и автофокус при запуске. Также у нас есть автоматическое преодоление препятствий. Ну, сейчас вы видите тоже вставочку. Например, если у вас выходит изображение за экран, он возьмет его и втянет просто-напросто в тот экран, который есть. Или вы что-то поставили, он все это сделает. И автоматическая коррекция соотношения сторон. А все остальное здесь рассматривать нет смысла. Здесь Android 9, 2 гига оперативной памяти на 64 хранилища. Я вам скажу, так как здесь нет Google сервисов полноценных, то в принципе памяти 2 гига хватает с головой. То есть он реально работает очень-очень быстро. У нас есть источник загрузки, то есть мы можем выдать, какое HDMI, допустим, при загрузке включать. И есть у нас время ожидания заставки. Есть даже поддержка ARC, как они заявляют, через один HDMI, но тут мы уже проверять не будем. Дальше. Идем с вами в дополнительно. Здесь у нас параметры, всякая фигня, которая нам не интересна. Мне интересно приложение. Смотрите, чем интересен данный проектор. Тем, что у него изначально установлен Google Play Store. И есть магазин отдельных приложений. Из базовых приложений у нас есть файловый менеджер, Bluetooth Dynamic, iOS Cast, Miracast. Давайте Miracast попробуем, кстати. Я сейчас взял свой смартфон с поддержкой Miracast. Выбираю Everycom HQ10. Сейчас вы увидите, это все отображает отображение на самом проекторе. Вот у нас подключился Miracast, и Miracast есть. Он может кастить. За это огромное спасибо. Потому что Miracast очень важная опция. Также у нас есть Bluetooth колоночка, и здесь мы заодно оценим качество звука. В принципе, он говорит, что нам нужно, во-первых, подключиться к нему через Bluetooth. Я сейчас это и сделаю. Все. Теперь смотрите, у нас есть два режима. Я подключил через Bluetooth свой Xiaomi 13 Pro, и мы можем включить или оставить включенным экран. Выключить, либо оставить включенным. То есть она будет использоваться как Bluetooth колонка полноценная, или в принципе как проектор с функцией Bluetooth колонки. Включаем проигрывание музыки. Медленно это работает. Динамик очень громкий. Не знаю насчет басистости. Сейчас попробуем получить какой-то experience. О, слушайте, это неплохо. Я не скажу, что он супер-мега крутой. Ему не хватает конкретной басистости, но то, что как Bluetooth колонка он работает и что-то воспроизводить может. Для кино пойдет в самый раз. Для музыки, откровенно говоря, слабоват, но есть как есть. Если пойти в магазин приложений, который поставляется самим, скажем так, проектором, то здесь есть практически все необходимые приложения для эксплуатации проектора, которые здесь можно, допустим, там, вот видите, обновления у нас есть для разных приложений. Можем нажать, и они будут обновляться. Есть все стандартные вот эти вот плееры, которые по типу VLC, которые в принципе рекомендуют даже они для проигрывания, допустим, того же самого Dolby AC3 дорожек в фильмах. А также есть различные системные приложения, допустим, та же самая AIDA 64, которую мы сейчас установим, посмотрим, что там есть. А ну, давайте, установка уже идет. Работает как обыкновенный маркет, очень удобно. MX Player есть, тоже очень понятно, хорошая штука. А знаете, что есть еще? Есть MSX Media Station X, и сюда можно поставить лампу, если вы понимаете, о чем я говорю. Давайте пойдем в AIDA 64, посмотрим, что у нас там за характеристики. У нас High Silicon. Нет, пока не хочу ничего загружать. 2 на 64. Вот этого 64 я вообще не ожидал. Центральный процессор у нас High Silicon 3751. 4 ядра по 1 ГГц. Слабоват процессор, но память чуть тащит. За отображение отвечает у нас Mali 450 MP. За температуру у нас нет доступа. Ну, в принципе, у нас здесь больше смотреть нечего. Да, Android 9. Так, как же проигрывается ютубчик?
Потом будем с вами тестировать качество изображения, картинки и тому подобные вещи. Пробуем нашу любимую дикую реку и посмотрим, что у нас получается. О, звук громкий, капец. Слушайте, звук реально очень громкий. Так, ну как я и предполагал, HiSilicon это немножечко не тот процессор, который нам необходим для проигрывания, допустим, ультра 1080p 60 Гц. Видите, у нас есть все-таки профрезовки, но тут уж нам никуда не деться. Либо 30 кадров в секунду для такого проца надо использовать, либо вообще использовать только внешний накопитель. Давайте попробуем включить 30-кадровое видео. Я уверен, что как раз 1080p 30 Гц пойдет очень даже неплохо. Давайте настройки 720p. Ну, 1080p 30 Гц. Я вам сразу говорю. Смотрим. Да, тут вообще отлично. То есть для 60 Гц слабоват процессор. Для этого вам нужно внешнее устройство. То есть какой-то ТВ-боксик, какая-то там прикольная штука. Не знаю, мини-ПК, либо ПК обыкновенный. Но 1080p 30 Гц это его потолок. Хотя цвета мне нравятся. Яркость действительно сумасшедшая. И давайте сейчас пробовать некоторый момент по тестовым картинкам. Для начала мы тестируем 24-кадровый режим, если он таковой. Запускаем проигрывание видео 24-кадровое, делаем снимок в 1 секунду, с выдержкой 1 секунду. Чистые квадраты 24-кадрового режима чистого у него на внутреннем плеере нет. Второй тест подразумевает у нас запуск каких-то тяжелых фильмов. Ну давайте попробуем 4К смурфы. А ну, пробуем звук. Ой, слушайте, смотри, как показывает картинка, конечно, я вам скажу топ. Картинка просто офигенская. Да? Картинка просто обалденная. Вот а ну, LG New York 4К. Смотреть фильмы на внутреннем плеере. Воу. Смотрите, какая прелесть, а. А ну-ка, в настроечки пойдем. Что мы там увидим? Так, мы можем с вами регулировать изображение даже на внутреннем плеере. Это уже хорошо, мы можем его калибровать. Слушай, смотри, какая картинка, а? Прям вот топово получилось. То есть у меня как бы вопросов нет. Да, внутренний плеер тягает тяжелые битрейты нормально. То есть вы на VLC, на MX сможете смотреть нормальные, скажем так, фильмы. Давайте посмотрим по его калибровке, по тестовым картинкам. Ну, оверскана у нас нет. Значит так, яркость откалибрована. У него заводская калибровка хорошая. Контраст идеально откалиброван. По яркости и контрасту проектор откалиброван с завода. Девушки выглядят реалистично. Тебе нравится? Да. Все, вот, ну, действительно. Слушай, ну полная откалибровка. Естественный читал. У него нет вкраплений? Я не знаю, я сейчас определяла, вообще цвете есть. Они везде будут, потому что это ж матрица. Что бы вот Какой красивый белый цвет, да? Красный, градиент. Воу. Смотри, какой чистый цвет. Знаешь, опять же, та же самая яркость, а ну, Лена, я сейчас буду снимать этот. Та же самая яркость. Опять я сейчас покажу ребятам заливку помещения. Смотрите, у нас сейчас не 100% закрыты окна, у нас затемнение где-то 80%. Но смотрите, какой эффект ambient создает вот эта вот высокая яркость. Смотрите, такой вообще, то есть это просто жесть. Смотрите, то есть, знаете, как телевизор с ambient эффектом, а тут будет вот такая вот штука. Он очень яркий, он очень и очень яркий, черный. Да, вообще калибровка отличная, я вижу. Слушай, смотри, а вот здесь вот, правильные, да? полосатый. Полосатые? То есть здесь чистая Full HD матрица. Значит, в предыдущем проекторе, который мы тестировали, была не Full HD матрица. А ты же видишь, что эти вот полоски должны образовываться? Видишь? А здесь нету их. Смотри, все квадраты видны. Дальше. То есть он откалиброван. Он конкретно откалиброван. В яркостно-контрастном анализе отлично. Базовые цвета отлично. Внизу, видишь, разделение есть. Видишь, выделяется зона полутонов.
тоже отлично. И тоже в сером, в синем, в зеленом и красном идеальная калибровка. Теперь линзирование. Лен, ты видишь линзирование по углам? Точки четкие? Посередине, да, тут немножко будет Ну, конечно. снака. Вообще отлично. Минимальный эффект линзирования, линза не сильно выпуклая. Они, видите, они пожертвовали далеким расстоянием там, в 350 дюймов, как там любят, там, до 300 дюймов, до 400 дюймов. Нет, фигня. Здесь при очень большой яркости они сделали всего лишь 200 дюймов максимально для избежания максимального, там, для максимального избежания эффекта линзирования. Вот таким вот образом. Ну, мне очень нравится. И здесь, кстати, артефактов нету, да? Вообще. Получается, да. Воу, все поры видны. Чистая Full HD матрица на внутреннем плеере. Да, черный экран. Слушайте, ну очень мне нравится, нормально. Сейчас по презентационным характеристикам посмотрим. Так, я вижу до десяточки. С трудом можно увидеть восьмерочку, но десятка четко видна на расстоянии где-то метра 3,5-4 от экрана. То есть проектор подходит отлично для презентационного. Вообще отлично. Да, по возможностям своим проектор неплох, очень неплох по внутреннему плееру, то есть он отображает все цвета, все отлично. Давайте мы сейчас с вами запустим еще какое-нибудь тестовое видео, потому что мне очень нравится, как он воспроизводит. Ну, какое-нибудь Samsung видео. Ты видела? Ух ты. Реально, вот реально топ. Даже туманчик спал. Там, да, над водой. Над водой туман виден. Яркость достаточная. Достаточная яркость. Так, теперь, ребят, внешнее устройство. Мы сейчас на внешнем устройстве. Это Xiaomi Mi Box. Я хочу посмотреть, отдает ли здесь HDMI по Edit 1080p честных. Максимально, что он по HDMI воспринимает 1080p. Пробуем 24 Гц на внешнем источнике. Это обязательно. То есть, возможно, внутренний плеер не может переключать. Пробуем внешний. Запускаем тест 24 кадра. Давайте запустили, да? Включаем воспроизведение. Напоминаю, что у нас включен экран 24 Гц. И смотрим, что у нас получилось. Чистая шахматка. У нас нет ни на внешнем, ни на внутреннем устройстве 24-кадрового режима. То есть по факту 4К, которые заявлены, это всего лишь возможность декодирования на внутреннем плеере с внешнего источника. 4К вы там сможете декодировать, и он его, грубо говоря, ужмет в Full HD. Это если грубо говоря. Давайте попробуем с вами посмотреть те же самые тестовые ролики, как они воспроизводятся. Так, включим звук. Да, с внешнего тоже хорошо звук воспринимает, все нормально. Звук неплохо, я вам скажу, достаточно громкий, недостаточно басистый. Ну да, такой вот телевизор, я вам скажу. То есть уровень телевизора. Такого бюджетного, я вам скажу, не скажу, что это действительно топ, но воспроизводит он неплохо. Неплох проектор, неплох по качеству изображения, очень-очень даже ничего-то. Давайте посмотрим здесь тестовые картинки, возможность калибровки на внешнем источнике. Так, с внешнего источника оверскана нет. Слушай, цвета вообще мне нравятся, вообще очень нравятся цвета. Прям у него цветовая цветопередача просто отлично. У него хороший контраст, хорошая яркость, хорошие базовые цвета. Да, приятно. Приятно, очень приятно. Черный хороший. Да, ой, слушайте, он и под внешнее устройство. Не, надо калибровать, ребят. Смотрите. Сейчас попробуем, возможно ли калибровка. Так, калибровка возможна, сразу говорю. Чуть-чуть добавили яркости и ужали контраст. Есть. Так, смотрим, бурож. Чуть-чуть еще яркости. Буквально все, есть. Сейчас по девушкам, по насыщению. Ой, слушай, а с внешнего источника намного контрастнее, да, такое? Прям вообще четкое изображение, да? О, ну, ребят, я вам скажу, с внешнего источника намного красивее. То есть здесь намного ярче картинка, намного контрастней, намного цветастей даже, скажем так. Что, по-моему, перебором, то это каракатинный.
Да не, ну я по ним не ориентируюсь, я по вот этим, смотри, вообще Как всегда. топ. Топ-квадраты не видны, сейчас чуть-чуть подрегулируем. О, смотри, квадраты появляются, смотри. Да. Все, есть. А ну дальше. Яркостно-контрастный. Можно проводить базовую калибровку. Я вам скажу, точную калибровку вы не сделаете по цветам, но цветопередача здесь и так очень-очень неплоха. Внешнее устройство можно калибровать точно так же, как и внутренний плеер. В этом его плюс. Эффект размытия, линзирования по углам тоже минимален, как и на внутреннем плеере. То есть линза есть линза. Все линзованные проекторы имеют эффект линзирования. Сейчас мы посмотрим на четкость шрифтов. Так, то же самое. 10-й текст, четкая Full HD матрица у нас, он работает в четкие Full HD, что на внутреннем плеере, что на внешнем. И веточки все без артефактов, без размытия, и поры тоже видны все вот эти вот волосики. Вообще, слушай, четкая картинка вообще. Вот у него очень-очень четкая картинка. Да. Прям топ. Прям топ. Ребят, я в принципе своем готов пройти прорезюмировать. Сейчас я еще запущу один тестовый какой-нибудь. А ну давайте, вот картинку я делал 8К. Попробуем его впихнуть в Full HD проектор через внешнее устройство. Ой, ну слушайте, вообще отлично. То есть я готов пройти прорезюмировать данный проектор. А с выводами я вам скажу такое дело. Дело в том, что я рекомендую данный проектор. Он неплох, хотя у него есть мелкое искажение трапеции, что, в принципе, присуще всем линзированным проекторам. Но за $300 могли бы уже это исправить. И, честно говоря, слабоват процессор для внутреннего использования. А в остальном всем, при подключении, например, ТВ-бокса, вы будете смотреть очень качественную картинку с хорошей цветопередачей и, скажем так, с вменяемой калибровкой. Я рекомендую. За эти деньги неплох проектор. За Bluetooth пульт отдельное спасибо из-за Dolby Audio декодер. Он не лишен, я же говорю, недостатков, слабый процессор и искажение трапециоида, а в остальном всем пойдет. Everycom рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.